Друзья, совсем недавно я показывал вам самодельный электроснегоход, который легко ездит там, где снега почти по пояс. Вот так и будет ездим. Причем он может двигаться не только сам, но еще и вести за собой груз. При всем этом катались мы около часа и так его не посадили. К тому же потом еще батарейку увеличили на целую секцию титаната. Плюс его в том, что данные банки могут работать при температуре от минус 40 до плюс 60 градусов, что нам как раз подходит. И к тому же очень быстро заряжаются. В общем, мы получили полностью рабочий вариант электроснегохода, который по себестоимости меньше 100 тысяч рублей. Более подробно об этом всем можете посмотреть в прошлом выпуске, ну мало ли, если кто-то пропустил. И там же я задавал вопрос, что делаем дальше, то есть либо заканчиваем внешку на снегоходе, либо оставляем его на осень и занимаемся уже следующими проектами. Так вот, в комментариях большинство проголосовало за внешку, так что занимаемся снегоходом. Слышь, какой снегоход? Весна на улице. Да ладно тебе, наша весна снегоходу точно никак не помешает. Ну, месяца полтора как минимум. Так что смело можно приступать. Однако возникли кое-какие технические недочеты. Ведь изначально снегоход строился небольшим, а после смены гусеницы все сильно изменилось. И возникла необходимость переносить руль, так как он получился слишком далеко и низко. Но прежде чем его делать, нужно поставить сиденье, чтобы понимать наклон и вылет. А прежде чем ставить сиденье, нужно сделать крепление батареи. И эта цепочка может еще долго продолжаться, поэтому не всегда получается сделать все быстро. В общем, когда мы уже закрепили батарейку, начали изготовление сидения. Основание решили сделать из фанеры. Нарезали полоски и связали их уголками. Все бы хорошо, но такая конструкция получается очень тяжелой. В будущем будем делать фанеру потоньше. Пока сиденье не обшито, решили сделать рамку, на которую в дальнейшем оно будет опираться. Тут же потом установим защелки. Обшить его решили старым автомобильным чехлом. К нашему удивлению, оно тут идеально подошло. Ну а вовнутрь также решили сделать поролон из старого сидения. Автомобильных запчастей у нас много. На всю длину поролона, к сожалению, не хватило, поэтому мы решили собрать его из частей, посадив все на клей и степлер. После надели чехол, как следует его натянули и также прибили степлером. Ну а лишнее все отрезали. В итоге получили отличное сиденье и почти как заводское. Поэтому прежде чем выбрасывать старые сиденья или чехлы, знаете, куда их можно применить. Затем мы выставили на нужную высоту основания и прихватили его к раме. Главное сделать батарею быстросъемной. И к счастью у нас это получилось. Сиденье тоже будет съемным и выглядит оно реально неплохо. Совсем не скажешь, что это был чехол с мусорки. Далее мы занялись рулевым механизмом, ведь, как я уже сказал, его нужно делать выше и с небольшим наклоном. Ну а еще у нас не было нормальных подножек, поэтому их тоже необходимо было изготовить. За основу взяли прокат 2 мм, по краю переварили полосу и насверлили отверстий. Снизу пробили их выколоткой, таким образом получили отличные противоскользящие подножки и опять же из говна и палок. Помимо этого нужно было увеличить длину рычагов, чтобы лыжи стали шире для устойчивости, ведь аппарат получился уже серьезным. Но ничего, с этой задачей мы тоже справились. Каждый рычаг мы увеличили на 7 сантиметров и усилили их вот такими вот самолетиками. Думаю, должно хватить. В итоге база у нас сейчас стала около 95 сантиметров, причем это еще без накладок. Сами лыжи мы тоже немного усилили такой вот трубой, чтобы их не сломало при ударах, ведь если помните, гоняем мы не совсем тихо и не совсем по гладкому снегу. Затем было решено сделать мощный багажник, который будет использоваться не только для груза, но и как фаркоп или ручка для перемещения снегохода. К тому же он должен быть съемным, чтобы не мешал выкатывать батарейку. Еще решили установить брызговик от Газели. Он, кстати, подошел сюда как родной. Сейчас вот снег, я думаю, назад кидать уже не будет. И только после всех этих действий мы перешли к внешке и начали делать съемный каркас из вязальной проволоки, чтобы потом обтянуть его тканью
тканью и выложить форму из стекловолокна с эпоксидкой. В общем, у нашего снегохода уже появляется шаблон, можно даже сказать скелет, по которому будет делаться пластик и, соответственно, внешний вид. Но на данном этапе у нас с Давидом возникли разногласия. Лично я хотел бы всю эту конструкцию сначала снять, облепить с двух сторон стекловолокном, то есть с эпоксидкой все это высушить, просверлить отверстия, где у нас они сделаны по шаблонам, и только потом установить все обратно. Ну а Давид хочет наоборот лепить стекловолокно, когда эти все панели стоят на месте. Якобы если их снять, то их поведет и потом на место они уже не подойдут. Однако у меня возникает вопрос, как мы потом будем выкручивать болты, если это все заляпается. И возникают сомнения в прочности конструкции, ведь я-то хотел сделать сэндвич, чтобы вся эта проволока, то есть этот скелет оставался внутри. Ну а если делать это на месте, то красиво уже не получится. Это опять же мое мнение. А как вы считаете? Напишите в комментариях. И как вообще лучше сделать? В качестве световых приборов решили взять ходовые огни АВС. Они сами по себе довольно качественные, уже с проводкой, разъемчиками и светят довольно неплохо. Мне кажется, больше тут не нужно. Долго думали, как и куда их поставить, и похоже, что оптимальный вариант будет только в процессе. С какой-то компьютерной игры какой-то муравей непонятный. Злой. Это злой китаец получился. Это просто китаец. Так, О, это циклоп. так. Блин, затрудняюсь. Вот так вот. Ему грустно, да? Не, это такой, знаешь, задумчивый какой-то китаец. Вот так вот злее, да? Да, зло. И ниже надо, ниже надо. Ниже? Во. Получается, что работать с внешкой ничуть не меньше, чем с технической частью, ведь это потом еще нужно будет все разобрать, зашпаклевать, покрасить и собрать все обратно. А ведь еще и электрику нужно будет подключать, то есть ставить контроллер, регулятор напряжения, вольтметры, замок зажигания, ну и не только. Металла на данный снегоход ушло, конечно, довольно много. Пожалуй, все, что было куплено на 6000 рублей. Зато это будет у нас отличная тренировка по внешке для квадроцикла и другой летней техники. И работы тут с ним просто тьма. Пойду-ка я лучше лайфхаки снимать и какие-нибудь полезные советы. Ну и нафиг этот снегоход на осень оставим. Да ладно, шучу, закончим мы снегоход, но будем комбинировать темы, чтобы никому не надоедать. В общем, все как обычно, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну и, конечно, ставьте палец вверх, если вам реально интересно увидеть, что с этого всего получится. Ну а с вами, как обычно, был Денис Механик, спасибо за внимание и пока.